Итак, интернет-магазин Автоток представляет вам видеообзор «Битва ТВ-тюнеров». Сейчас в этой машине подключены самые популярные тюнеры, которые продаются в России. 4 тюнера подключено в данный автомобиль. Итак, тюнер вот такой, двухантенный, с двумя усилителями. Второй тюнер вот такой, тоже с двумя усилителями, с двумя антеннами. Он на главном мониторе автомобиля. Вот этот тюнер на телевизоре, чуть ниже главного монитора. И тюнер с одной антенной DVB-T2, он у нас подключен к маленькому монитору, вот к этому. И тюнер популярный на Алиэкспрессе, вот такой тюнер, очень интересный, microSD есть USB-шка, он подключен вот на этот. Итак, мы продолжаем наш видеообзор. У нас стоит первый канал, все тюнеры работают. Испытание на скорость. Полетели. Итак, одноантенный тюнер сразу сдался при скорости 30 километров. Двухантенный тюнер тоже сдался, нет сигнала. И держатся два тюнера. Вот они находятся. Итак, разгоняемся до скорости 60 километров. Держатся, не сыпаются. Тюнеры подешевле сразу отказали. Скорость 70 километров, держится. Итак, мы добавили к нашему видеообзору еще один цифровой DVB-T2 тюнер Marbox M9001. Вот он такой. Так выглядит с одной антенной. Так, и сейчас мы поедем. Держи, Миша. Поехали проверять на скорость. Marbox M9001. Лампочки вы выключите, там отсвечивает. Похудел на 22 килограмма. Мечтает качественно и интересно прожить жизнь. Предупреждает, что не понимает намеков. Вадим почти год встречался с... Все отлично показывают, пока машина стоит. Как только начинаешь ехать, начинается веселье. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, давайте я вам подарю цветочки, чтобы у всех очень настроение. Она все-таки такая более утонченная мадам. Ну, здесь Marbox M9001 неплохо, кстати, показывает. Лучше, чем двухантенный с Алиэкспресса. Ну вот, Marbox тоже посыпался. Двухантенный Marbox, мы их тоже проверяли, мы их привозили, там он получается двухчиповый, он тоже терял сигнал. Но вот он при 60 километрах пытается показывать. В городе, где сигнал хороший, не как у нас сигнал не очень, возможно, Marbox будет отлично показывать. Red Power возят Marbox, подключают к своим магниторам двухантенные. Вот они вокруг вышки ездят, у них нормально показывает. Сейчас едем на 50 километров. У тюнеров ну вот едем по дворам, тихонечко, не спеша. Marbox отлично справляется с приемом сигнала.
А цифровой тюнер с Алиэкспресса, который двухантенный, он вначале вроде показывал лучше, потом стал все хуже и хуже. Видимо, у него процессор перегрелся, и он стал хуже работать. Вот эта штучка в моем вкусе. Где? Не вижу. Пальчики оближешь. А, вот так. Соблазнительный, хрустящий тук. Вот что я называю отличный. Ну что ж, проездив с TV-тюнерами 2 дня, авторитетно заявляю, что первое место занимает самый мощный DVB-T2 тюнер с 2 антеннами. Купить его можно на сайте autotok.net. Просто в Яндексе набираете русскими буквами «Автоток», и он выдает наш сайт. В разделе «Антенны DVB-T2 тюнеры 3G модемы» выбираете DVB-T ресиверы, и можно здесь заказать. Оплата при получении. Второе место занимает тюнер с 2 активными антеннами. Показывает при 120 километров. Второе место. Третье место занимает цифровой тюнер M9001 Marbox. Для тех, кто не смотрит движений, кому нужно смотреть только когда машина стоит, отлично подойдет вот этот тюнер за 4800. И четвертое место, даже не знаю, какой занимает тюнер. Наверное, лучше отдать четвертое место тюнеру за 2000. Вот за 4200 тюнер вообще нет смысла покупать ни с одной антенной, ни с 2. Есть еще такой тюнер. Тоже нет смысла покупать. Проще купить тюнер за 2000 с одной антенной. Вот он. Пусть он займет 4 место, потому что у него низкая цена. Итак, надеюсь, мы вам помогли определиться с выбором TV-тюнера. Эта информация была для вас полезной. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Интернет-магазин Автоток прощается с вами.